Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, поворот судьбы, неожиданности и сюрпризы до конца октября. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. У нас есть пасьянс, который, когда создавала, так и назвала. Неожиданности и сюрпризы. И больше эти маленькие карты с рандомными значениями, которые выпадают совершенно непредсказуемым образом, нам расскажут о событиях. А после на колоде «Колесо года» Таро мы раскроем неожиданности и сюрпризы, узнаем, каковы неожиданности, каковы сюрпризы. Кто знает, может быть, это будут неожиданные сюрпризы. И каков итог? Давайте будем смотреть. И при этом, безусловно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о вашей тонкостях, точнее, вашей личной жизни, о всех перипетиях и нюансах. Но я надеюсь, мы рассмотрим как раз альтернативный вариант. Ведь жить не бывает полностью предсказуемо. Или проведем с вами приятное время, мои дорогие девы. Давайте узнаем, допустим, что мы иногда порой чего-то совершенно не ждем. И возможности к нам приходят каким-то не тем путем, как мы предполагали. Что же нам расскажут карты? Неожиданности и сюрпризы для вашего знака. Я смотрю выпавшие карты, и вы смотрите тоже, какие значения совпадут. Если я что-то пропустила, пишите. Хотя многие из вас, уже кто смотрит мои расклады давно, знают все значения. Интересно пока. Пока не вижу. Ну да ладно, идем дальше. Надо же, необычный расклад, но правда, вот уже пошел последний ряд. Что же выпало? Давайте будем смотреть более внимательно. И у вас выпадает молниеносное известие, как молния. Это может быть как информация, может и новость какая-то прийти к вам. И если мы соединим верхний и нижний ряд, у вас выпадает значение, вот рука, которая пишет, это планирование. Может быть, это вы что-то будете подсчитывать. Может быть, и математический, денежный какой-то эквивалент. Или составлять себе план минимум, план максимум, в зависимости от той новости, которая придет на ваш порог. И просматриваю еще раз более внимательно, даже по крайним значениям карт, которые мы теоретически тоже можем сложить с вами. Что еще совпало? И не увидела я, мои дорогие девы, каких-то еще значений. Если вы их найдете, напишите, я отвечу. А если кто-то из вас знает, пишите сразу сами, потому что, ну, кто-то другой, кто впервые, возможно, на канале, как раз и не знает значения этих карт. Вот интересно, странно, так редко бывает.
Тогда тем более, пусть нам колода Таро расскажет, каковы неожиданности, сюрпризы. Или кто знает, вот знаете, может быть ведь и такая ситуация, если мы рассматриваем в целом выпавший пасьянс на период до конца октября. Как будто кульминация будет, в центре у нас выпадает молния. И у каждого ведь, понятно, своя составляющая жизни. И может быть это та новость, информация, может быть это и документ, который вас заставляет что-то перепланировать, пересмотреть или для себя взять более четкие ориентиры. Потому что план, да, а если план, это уже предполагается, есть какая-то отправная точка. Давайте все же на Таро мы узнаем. Чего это может касаться? Неожиданности, как видят карты Таро. Вообще, это карта надежности, это ваша карта, король Пентаклей. Даже если меня смотрят девочки, значит, вы, мои дорогие, в более таких мужских энергиях. Когда вы не хотите собой рисковать, когда не хотите рисковать финансами, может быть, и есть какой-то конкретный финансовый проект ваш или финансовый вопрос. Может быть, у кого-то это будет связано с тем, что вы отчеты, к примеру, готовите для налоговой, или ваш труд, ваша занятость тоже с какими-то денежно-бюрократическими вопросами соединяется или сопряжена, и это очень ответственный момент именно конца октября. Для кого-то из вас это вопросы дома могут быть, или как варианты заработка. Могут быть по этой карте, как и служащие банка, банковские работники, может быть вопросы кредита, или взять кредит, или наоборот погасить кредит. Или для себя решить что-то по части вашего дома, благоустройства дома. Все то, что входит в концепцию благополучия и где-то консерватизма. Ведь король Пентаклей, он консерватор великий. И если, для вдохновения это некоторый минус, потому что он доверяет только тому, что осязает, то в сложные времена как раз это, пожалуй, редкие люди, на которых можно положиться, которым мы можем доверять. Может быть, помимо того, что это как свидетельство о вашем знаке зодиака, то это может быть еще и окружение ваше или конкретный человек, который, как и вы, вот такой надежный, и те общие дела, которые вас с ним связывают. Я не могу, в принципе, сказать, что это какая-то неожиданность. Разве вы примете решение по поводу конкретного человека какого-то, что да, раньше я заблуждался или заблуждалась, не доверяла, а теперь как-то откроется с новых позиций, с новыми возможностями сотрудничества данный человек. Может быть и в личной жизни, потому что часто короли Пентаклей свидетельствуют о наших партнерах. Не обязательно семья, хотя это могут быть и родственники, это может быть и просто ваша дружба, к примеру, которая длится длительное время, а здесь вы будете думать о том, чтобы соединиться и уже создать семью. И такое я тоже не могу исключить. Правда, тут не совсем неожиданности и сюрпризы. У вас как будто все просчитано, мои дорогие девы. Девы, видимо, в этот период времени очень интуитивны, карта силы. И хоть эта карта больше женской силы, но в колоде колесо года. Именно мужчина нам изображен, когда буквально сила, решимость и какие-то решения, на основе их уже будут сделаны определенные действия. Но в целом, если мы говорим про Таро, ведь карта сила, как и карта мага, это великий манипулятор. Но вот правда по силе это больше такой солнечной, позитивной энергии, потому что карта мага, если мы в сравнении берем, она более холодная. А здесь что-то себе сделать со знаком плюс. Договориться с нужными или важными людьми. Или, может быть, по части личной жизни, или по части дома, по части финансов. Вот есть какая-то конкретика, правда, и сильная позиция, вот нечего добавить. В неожиданностях, если и есть эти неожиданности, то я могу предположить, что вам они в плюс. Самое время не упустить какую-то возможность. Неожиданности для дев. Наверное, поэтому нам карты пасьянса ничего особенного и не рассказали. Сказали только о том, что будет какой-то отправной пункт, как старт к вашим планам, новым свершениям. К новым именно, мои дорогие. Посмотрите, 20-й старший аркан. Дорога к свету в этой колоде так и называется. А еще это карта избавления от боли, избавления от страданий, от того, что
нами уже было пережито, но теперь вы уже это прошли. И перед вами открываются совершенно иные перспективы. Не время что-то удерживать из позиций тех прошлых событий или дел, может быть, и отношений, которые вас где-то обесточивали или ставили в тупик, или вам мешали. Вот была какая-то помеха, да, и, может быть, вы по этому поводу часто горевали, много отрицательных эмоций, а вот теперь это нет. Это как бы само пытается от вас оттолкнуться и уйти навсегда. Поэтому нам и говорят, как будто обратите внимание, мы идем к свету, и вот этот свет освещает ваш, мои дорогие девы, путь. И если вокруг как будто пустыня заснеженная, а вот где этот свет, куда он падает, там растут цветы. Да, это что-то может быть из разряда сюрпризов. Или если мы рассматриваем все же как неожиданность, то это какая-то добрая возможность. И не упустите, как и какую-то новую организацию, адаптацию к чему-то новому. И не сомневайтесь в себе, у вас точно на все хватит сил. У вас 2 старших аркана, очень позитивных и с таким хорошим прогрессом на далекое будущее. Нельзя себя на второе место поставить. Хорошо, сюрпризы. Может быть, это сюрпризы из неожиданностей. Итак, король Пентаклей. Что нам... А вы чувствуете, видимо, при всей своей прагматичности, что сейчас открываются возможности, но мне нужно что-то просчитать. С другой стороны, иногда эта карта говорит, что новый опыт, он тоже совершенно необходим, потому что посредством именно нового опыта мы окончательно понимаем, стоит ли это продолжать или нет. И не важно, что это, отношения, любые, личная жизнь, работа, бизнес или какие-то ваши там изучения, планы. Или это будет какое-то как предложение весомое. Кто знает, может быть, и по части переезда. Тут самые разные могут быть концепции. И у кого-то из вас переплетется и личная жизнь, и труд, и вопросы денег, вопросы вашего благополучия. Но, по-видимому, раз вам выпало сразу 2 старших аркана. И здесь в пасьянсе нам тоже не совсем прояснили обстановку. Значит, какая-то одна сфера жизни, она у вас выходит как на первый план. Но в последующем все остальные сферы жизни она подтягивает за собой. Сами по себе перемены. Но тут, как сюрпризы, могут быть по 7 чаш много предложений, когда нужно с чем-то определиться. Или это ваши планы, и вы будете, видимо, разделять зерна от плевел, да. Чем мне стоит заниматься или чему уделить внимание в первый момент, план минимум, а что я могу отложить на потом, план максимум, а что я могу оставить, ну, как такую главенствующую намерение или цель. Сюрпризы. Карта сила. Король жезлов. Это у нас карта лидера. Вы знаете, я могу точно сказать, вот придется в какие-то инстанции вам ходить. Когда 2 короля выпадают, это и есть всегда контакты с людьми. Либо чиновники, либо это руководители, либо вы решаете какой-то вопрос, опять же, с бумагами важными, или вы узнаете, каким образом в отношении вас, к примеру, работает закон. Опять же, вы что-то просчитываете, сравниваете с какими-то аналогиями из прошлого. Вот такое может быть. Хотя нам карта говорит, тут тебе опыт прошлый, ну, не очень поможет. Но, может быть, отчасти ваш статус. Вот, да, ведь в первую очередь король Пентаклей – это еще и карта статусная. И с учетом короля жезлов у кого-то возможность построить карьеру. Да нет ничего невозможного. И проявить свои лучшие лидерские качества, не поставить себя на второе место. Все же лидер выпадает. К вам могут обращаться за советом, мои дорогие девы, потому что вы как-то очень прагматично, правильно видите обстановку. Может быть, вокруг меня смотрят люди из разных стран, и, может быть, вокруг вас, правда, хаос какой-то, неразбериха. И именно ваш знак зодиака умеет не дергаться, не нервничать по пустякам. Может быть, это вам и сложно внутренне сделать, но об этой сложности вы знаете только как бы сами, вы одни. А внешне вам люди доверяют.
Здесь, правда, меняется ваш статус по умолчанию. Даже если не напрямую новая должность, то это большее уважение, это как почет какой-то. Может, как раз вверху у нас карта сила. Вот вы набираете постепенно темп, но постепенно, не сразу, нет никакой синкопы. Нет вот такого, что с места в карьеры срочно куда-то лететь. Хотя исключать такого не могу. Все же жизнь, она самая разная у каждого из нас, правда? Давайте еще сюрпризы. Дорога к свету. А нам тут о самосохранении и о независимой позиции, Верховная Жрица. Нам здесь, опять же, об интуиции, о молчании. Вы можете узнать и какую-то тайну. Вы можете и свою собственную тайну пытаться где-то скрывать. И это будет правильно, кстати, по этой карте. Мы ведь много не говорим. Помним, что основа карты Верховная Жрица – это в первых колодах Тароля Папесса. То есть сам по себе исторический факт, который скрывается. И хоть он, особенно в последнее время, очень популяризирован, и фильмы, и статьи, и книги, все что угодно. Но, тем не менее, разные. И если начать копаться до сути, ты найдешь совершенно противоречивую информацию. Причем в каждой стране немножко думают по-своему. Но если мы берем именно Италию и где-то глубинную более информацию, то там не совсем все так, как пишется в популяризированных статьях. Поэтому и тут тоже присутствует тайна. Как о себе много не рассказывайте, и тем более о далеко идущих планах вас это дважды сохраняет. Для вас это будут, какие-то преувеличенные, умноженные на двое сюрпризы. Ваше стабильное положение. Вы укрепляете как и свой статус, так и свою независимость, свои возможности и перспективы, что немаловажно. Может быть, для кого-то из вас и есть такой пункт, когда вы правильно оцените обстановку и будете, я говорю, часто такая фраза, слышать, как растет трава. Интуиция, она вам, правда, тут помогает. И вообще, мои дорогие девы, до конца года, да и на последующие годы, вам принять тот факт, что вы пришли на планету Земля, чтобы выполнить какую-то свою миссию, кто знает. Последние вот как раз месяцы года, они могут вас как-то разворачивать, вот как путь к свету, именно к тому, чем вам в последующем придется заниматься. И, кстати, это занятие больше раскроет ваши таланты, больше раскроет ваши способности. Доверяйте себе. Две прекрасные карты. Давайте итог своеобразный подведем, и очень интересный и неожиданный для меня расклад. Взаимодействие. Король Пентаклей. Да, есть некоторая игра, и есть какое-то качелеобразное состояние, и значит, что-то вы будете продолжать. С чем-то вот сейчас определиться с точкой не получится, но получится великолепно продолжить. Или просто есть то, что вы от чего-то откажетесь, или вот, как мы говорили, прошлое пытается оттолкнуться от вас, и дорога к свету. Но есть еще и то, что должно быть продолжено. Если мы говорим по части финансов, может быть, сбалансировать, все же баланс качели, да, какую-то финансовую ситуацию или какие-то договоры, может быть, вы будете как раз закрывать. Если у вас, к примеру, стоит переезд и по разным причинам, у кого-то в связи с переменами в личной жизни, у кого-то релокация офиса, или кто-то из вас искал работу, и она будет предложена, может быть, не в этой стране или не в этом городе. Значит, вы будете приводить в баланс ваши документы и финансовые дела. Но будет что-то продолжено, это правда. Но опять же, сильная позиция. Вы все контролируете. Итог по второму дуплету. Не могу сказать, что все останутся на том месте, где вы сейчас находитесь. Или в том статусе. Колесница – это карта успеха. Это карта мужских энергий. И нам об этом уже дважды сказали. Вверху карта сила. Верьте в себя, верьте в свою судьбу, верьте в свою звезду. Какие тут вам самые замечательные слова сказать, мои дорогие девы. Перед вами открывается время возможностей. И по аркану колесницы, правда, мы не оглядываемся назад. Для нас полный вперед. Встречай все то новое, что приходит на твой порог. И мы уже сегодня с вами говорили. Эта карта, как и молниеносных известий, или каких-то событий, или просто какая-то информация, которую вам нужно принять как данность.
И у вас сильная позиция, как и укрепить, так и для себя самого сделать что-то, ну, архиважно и архизамечательно. По этой карте мы, понимаете, как можем совершить что-то очень глобально важное, которое в последующем будет менять ваше качество жизни как-то кардинально. Ведь это сам по себе успех или путь к успеху. А у вас еще была дорога к свету, если мы говорим об этой карте. Или, может быть, конкретно за оставшиеся дни октября вам нужно будет куда-то отправиться. И у вас, может быть, будут документы, чтобы поехать и прояснить какую-то обстановку для себя. И значит, это в будущем какое-то будет еще продолжение. Не отказывайтесь, мои дорогие девы, и если просто даже вам предложит кто-то путешествие или, может быть, какую-то внезапную командировку. Мы ведь не знаем, каким образом, каким путем к нам приходят возможности. Но у вас старшие арканы, которые ни один вас, между прочим, не тормозит в прошлом. Обратите внимание. Даже уже, казалось бы, символ якоря, надежности, стабильности, когда мы что-то сохраняем. Да нет, мы или идем, или мчимся вперед. Вот как-то так. Причем имея все бонусы или те силы, которые нам дарует итог по третьему дуплету. А по этой карте мы сдаем экзамены. Кто-то буквально сдает экзамен, может быть, заканчивая курсы. И у каждого по-своему. У кого-то курсы вождения, у кого-то иностранных языков. У кого-то из вас это вы намерены развивать свое творчество. Или вам было интересно какое-то направление по ремеслу или по каким-то навыкам, скиллам. Может быть, совершенно не в той области, которая для вас знакома и изучена. По этой карте мы сдаем экзамен и жизненный тоже. Но это всегда то будущее, которое перед нами открывает, опять же, новые возможности. У вас, посмотрите, как будто вы проходите период перехода между прошлым и будущим. Или какие-то важные вопросы. Может быть, один в одной сфере, повторюсь, решается. Но открывает перед вами новые возможности еще в других сферах жизни. И вы не можете от чего-то отказаться или упустить, и иначе время словно пошло. И пройти вот той тропой или, может быть, тем фарватером, для кого-то и достаточно узким, тех возможностей, которые дает судьба. И здесь у каждого по-своему. Это будет означать совершенно, когда, знаете, жизнь с новым интересом, как будто по другой программе. Это словно написать новую историю собственной жизни. И это все при поддержке высших сил, потому что у вас еще и старшие арканы именно так выпадают. Для кого-то именно интуиция вас может подвигнуть заниматься каким-то делом, которое либо вам просто нравилось, или было творчество, или вы примете решение изучать, может быть, и вот на этом отрезке времени, потому что вас тоже что-то может заинтересовать, как и новые люди, как и новые способы общения, новые способы заработка, новые места проживания, все что угодно. И для вас открытый путь, для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.